Он с детства мечтал стать великим художником. Огюст Роден ходил по залам Лувра с карандашом в руках и детально копировал редчайшие шедевры живописи из коллекции музея. А потом ходил по другим залам, где была выставлена античная скульптура. Уже тогда в сердце юного Родена началась борьба между живописью и камнем. Время шло. Денег на покупку красок ему по-прежнему не хватало. И именно тогда Роден решил поступить в небольшую мастерскую декоративной скульптуры. Именно так отсутствие финансов определило путь будущего гения. Но сам скульптор признавался, что наука лепки пришла к нему совсем не сразу. Он очень долго боялся, и только в тот момент, когда он отбросил все условности и решил творить по-своему, он осознал, что же такое лепка, и познакомил его с этой наукой некто Констан. Со слов Родена, Констан работал в той же мастерской, где он начал постигать скульптуру. Однажды, видя, как Роден лепит из глины капитель, украшенную листьями, Констан остановил его. «Роден, ты не так берешься за дело. Твои листья плоские, они не кажутся живыми. Постарайся сделать так, чтобы их концы устремились к тебе. Тогда получится впечатление выпуклости». Роден последовал его совету и был поражен результатом. «Запомни хорошенько мои слова», — продолжал Констан. «Когда ты будешь лепить, никогда не смотри на предмет, как на поверхность. Постарайся придать ему глубину. Смотри на поверхность только как на завершение объема, как на выпуклость, обращенную к тебе. Только так ты одолеешь науку лепки». С той самой минуты Роден больше не воспринимал части тела как плоские поверхности. Теперь в каждом утолщении торса или членов он пытался дать почувствовать присутствие мускула или кости. А чуть позже именно объем стал выстраивать у него линии, а не наоборот. Но познания объема было недостаточно. Необходимо было еще что-то, то самое изумительное несовершенство, которое делает скульптуры живыми. Нужна была красочность. И здесь одно небольшое замечание. Да простят меня сотрудники музеев, но чаще всего в музейных залах свет никуда не годится. Не верите? Проведите небольшой эксперимент. Включите фонарь на своем смартфоне и поднесите его к торсу богини. Вы тут же увидите множество маленьких неровностей. Они, неровности, создают световые переливы, блики на груди и густые тени на складках, прозрачную светотень на самых нежных частях, которая понемногу, стушевываясь, распадается в воздухе. Это и есть то, что придает скульптуре волшебный вид живого тела. Красочность и наука лепки всегда идут рука об руку. Красочность – дар Родена-художника, перешедший Родену-скульптору. Но сегодняшний выпуск посвящен самому грандиозному проекту мастера, в котором должны были слиться в одно все главные шедевры Огюста Родена. И этот проект, к сожалению, так и не увидел свет. Роден работал над ней больше 27 лет. Он постоянно менял композицию. Он перемещал фигуры, менял их формы. И в итоге врата ада увидели свет только уже после смерти автора. Они были отлиты по последнему проекту скульптора. Это был государственный заказ. Портал для нового здания Музея декоративного искусства в Париже, которое, к слову, так и не было построено. Известно, чем вдохновлялся Роден. Это «Золотые врата Баптистерия» во Флоренции, работы Лоренцо Гиберти. Эти врата за их красоту еще называют «воротами рая». Но Родену было не до рая. Он жил уже в совершенно другую эпоху, а заканчивал свое творение в период Первой мировой войны, когда все мечты о рае были отброшены и забыты. Остался только ужас смерти и торжество плоти. А теперь представьте себе, врата ада должны были достигать 12 метров в высоту. Это так на секундочку 4-этажный дом. И вот вы хотите войти в них, подходите, поднимаете глаза вверх и видите вот это.
Наука лепки была усвоена мастером на отлично. Именно объем тут выстраивает все линии. Композиция кажется жидкой, изменчивой. Все фигуры вырастают из фона, вырываются из него и буквально готовы броситься на вас. И это вы, зритель, в аду, в самом его центре. И вам отчаянно хочется вырваться оттуда и увидеть свет. Но все движение скульптурной композиции тянет вас обратно, туда, вниз, на самое дно. Пройдемся по деталям и символам. Они тут очень важные. Это не только ощущение века, это еще и биография скульптора, его философские воззрения, его литературные предпочтения. Понятно, что в основе сюжета всей композиции лежит божественная комедия Данте, а если говорить точнее, его ад. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к забытым поколениям, был правду мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой всезнания и первую любовью сотворен. Древней меня лишь вечные создания, и с вечностью пребуду наравне. Входящие, оставьте упование». Такая надпись венчает врата ада у итальянского поэта. И именно из этой фразы родился весь замысел Родена. Еще одна важная деталь. Ад был сотворен именно в любви. И да, именно любовь задает весь тон преисподней скульптора. Вначале по бокам врат должны были располагаться фигуры Адама и Евы, но эта идея была отринута. Вместо этого мы видим изображение поцелуя, одной из первых великих скульптур Родена. Поцелуй уводит нас наверх. Это полет любви, то ощущение легкости, воздушности, которое дарит нам любовь. А наверху 3 фигуры, 3 тени. Изначально это было изображение Адама, но Роден изменил замысел. 3 фигуры идентичны. Их затягивает в воронку преисподней. Вот тут и начинается движение вниз. Вас отбрасывает в ад, затягивает в воронку вместе с 3 тенями. Взгляд скользит ниже и упирается в массивную фигуру знаменитого мыслителя. Это, между прочим, Данте Алигьери. Есть только одна странность в этой фигуре. Обычно, когда мы думаем, мы расслаблены. Нашему мозгу не до напряжения мышц. Он занят другим. Если мы нервничаем, переживаем, то могут быть напряжены руки, плечи, но не все тело. А тут перед нами явно не итальянский мыслитель конца XIII – начала XIV века. Перед нами как будто сам мистер Олимпия. Даже Шварц обзавидовался бы. Но это не просто гротеск. У Родена все не случайно. И тело мыслителя становится зеркалом, в котором отражаются его мысли. И мысли эти тяжелы. И смотрит он не только на ад, смотрит он еще и на вас, на зрителя. И от этого взгляда вас отбрасывает еще ниже, в самые недры ада. А композиция разрастается. И из ткани врат вылезает фигура, которая отчаянно хочет выбраться наружу. Я не вижу ничего, кроме бесконечности, и мой разум наполнен страхом падения, говорил Роден. И скульптура Икара превращается в падшего ангела. Любовник превращается в падшую душу, которая отчаянно пытается вырваться из бездны, но вот-вот сорвется вниз. А ниже, в аду, у нас сама любовь. Это Амур. Роден дополнил его женской фигурой. Паоло и Франческа. Известная трагическая история любви, которая описана у Данте, тоже тут. А чуть выше них нам рассказана история графа Уголино и его сыновей. Вот она, плоть, пожирающая сама себя. Данте видит Уголино в 9 кругу ада, во 2 поясе, предназначенном для предателей Родины и их единомышленников.
Тут глазам моим предстали двое, в яме леденее. Один, как шапкой, был накрыт другим. Как хлеб грызет голодный, стервенея, так верхние зубы нижнему вонзал, туда, где мозг смыкаются и шея. По его просьбе каннибал отвлекается от своей жертвы, архиепископа Руджиери, и рассказывает Данте свою историю о том, как его с сыновьями пленили и заточили в башню. Уголино безумно страдал от голода и начал грызть свои собственные пальцы. Тогда сыновья предложили ему себя. «Отец, ешь нас. Нам это легче будет. Ты дал нам эти жалкие тела. Возьми их сам, так справедливость судит». Именно этот момент изображает Роден. Но это не просто ад. Это ад самого скульптора, ад его любви. Не случайно композицию венчают изображения двух его любовниц – Розы Бюре и Камиллы Клодель. Это очень трагичная история. Роза Бюре все время страдала из-за постоянных измен Родена, а Камилла Клодель была доведена им до сумасшествия. Камилла, которая долгое время была главной моделью и спутницей Родена, очень тяжело переживала расставание. Она чувствовала себя брошенной и забытой. Заперлась в маленькой квартирке недалеко от мастерской, не ела, никуда не выходила, никого не принимала и целыми днями что-то ваяла из глины, после чего разбивала свои произведения на куски молотком. Да, она была великим скульптором, и в скором времени я обязательно расскажу про нее. В 1905 году из-за постоянных нервных срывов и проблем с алкоголем у Камиллы развилась паранойя и мания преследования. Она была убеждена, что Роден выставляет в салоны ее работы, выдавая их за свои. А потом писала, что он подсылает к ней убийц. В конце концов, несчастную насильно поместили в психиатрическую клинику, где она провела всю оставшуюся жизнь. Когда Роден пришел навестить Камиллу, у нее произошел очередной серьезный срыв. После этого врачи запретили ему всякие посещения, ведь в том, что она попала в психушку, по мнению Камиллы, кстати, вполне справедливому, виновен был именно Роден. И врата ада Родена стали обвинением самому себе. Любовь вдохновляла скульптора на самые великие творения, но его же любовь приносила несчастье всем, на кого была обращена. Да, этот ад был сотворен именно в любви. Такой вот у нас радостный выпуск получился сегодня. С праздником, наши дорогие подписчицы! Мы приготовили для вас особенный подарок. Разыгрываем билеты в театр. Ведь там вы сможете увидеть Родена прямо на сцене. Первый спектакль посвящен 3 теням. Это все пройдет 4 апреля в 20:00 на сцене культурного центра ЗИЛ. Мы разыгрываем 6 билетов на самые лучшие места. Как вам их получить? Очень легко. Вы должны быть подписаны на нашу группу ВКонтакте, сделать оттуда репост этой записи и написать сверху «Артификс. Хочу в театр». Все описание будет под этим видео. И также там будет ссылка на покупку билетов. Обязательно сходите, я там тоже буду. Очень интересная постановка. Ну а так, не забываем, ставьте лайки, жмите на колокол. И до скорых встреч!